Мы сделаны из металла, у нас стальной характер и железная воля. Так говорит завод «Металлпрофиль». Сегодня мы приехали на завод, чтобы сделать экскурсию. Обычных людей сюда не пускают, поэтому мы запишем все на видео. И сегодня Соколов Александр Владимирович, руководитель производственной службы завода «Металлпрофиль», проведет нам экскурсию и расскажет про все оборудование и ответит нам на все самые интересные вопросы. Правильно? С удовольствием. Но для этого мы одеваем каски. Безопасность прежде всего. Вперед. Давайте начнем. Значит, вот это вот наш не самый большой, конечно, но, наверное, не самое большое, но самое гордое производство в компании «Металлпрофиль». Значит, в общем, на производстве работает порядка 70 сотрудников. Работает, как правило, в 2 смены. То есть, естественно, все зависит у нас от сезонности. Если говорить о производственных мощностях, то за смену данное производство может производить до 120 тысяч продукции различных, начиная от гибочных изделий в общем, ну и заканчивая уже металлочерепицей и профнастилом. Вот. Сейчас пройдем, посмотрим каждый участок по отдельности, как работают люди, что делают люди и с чем работают люди. Сколько весит одна вот такая бухта рулонной стали? Рулонированная сталь. Такая бухта вешает от 2 до 9,5 тонн. То есть это все, естественно, зависит от того, как ее производили. Очень сложный процесс производства данного сырья. Включает в себя очень много этапов, начиная от металлургии, это производство самой стали, так называемый горячий кат. Это рулоны в районе 2 метров высотой, толстый прокат до сантиметра включительно, с которого в дальнейшем после очистки уже и производят холодный кат, в дальнейшем его оцинковывают, необходимую за толщину этого ката, который получается. И уже после оцинкования часть идет на окрашивание, часть идет как цинковое сырье. Уже поставляется на производство и из нее производится готовая продукция. Вот таким процессом производится заправка линии. Да? А если рассматривать станок в целом, значит, это мы говорим о линии металлочерепицы, по производству металлочерепицы. Есть общий станок размотчик, на шпиндель которого надевается сырье, рулонированная сталь. Дальше петля провиса, это обязательное условие, не просто так наше желание, что хотим такое расстояние. Да? Я понял. Эта петля провиса, она работает как обратная серповидность, скажем так. Процесс производства черепицы отличается от процесса производства профлиста немногим. Да, это то, что в конце есть у нас гидравлические штампы, которые придают эту специфическую волну металлочерепицы. Также через профлети, через профинструмент прокат проходит и уже приобретает свой вид, свою геометрию. То есть вот это и есть процесс штамповки, да? Да. То есть вначале будущая металлочерепица выглядела как профлист, а затем ее штамповали, и она приняла именно вот такую форму. А вот откуда вот эта вот вода? Что это за влага? Это сож, это та эмульсия, которая подается перед штамповкой. Она помимо того, что предохраняет повреждения при штамповке покрытия, и точно так же предохраняет сами штампы. Это перед нами линия по производству профлиста S8, так называемая восьмерка. Лист в основном, конечно, используется как на фасады зданий, так и на заборы. Прокат происходит точно так же. Есть узел размотчика, который подает сырье в линию, профплети, профинструмент, в результате чего из проката 1250 получается уже профилированная продукция S8. И сейчас готовый заказ, он, получается, отправляется на упаковку, да? Да, на участок упаковки. То есть здесь же он проходит первичный контроль качества от отдела технического контроля. Контролер ТК осматривает его визуально, просматривает правильность заказа и ставит свою визу. Здесь тоже вот монетка. Угу. Зажим? Зажимаем. И до конца рывок. Открываем. Теперь зажим, получается, прижим. Зажим? Нет? Да, монетка.
Угу. Все, стык готов, да? Все, стыковочная планка, вот она, готова. Красавица. Идем дальше. Так, это что у нас получается? Что за линия? Значит, это линия по производству сайдинга МПСК, в простонародье, так называемая корабельная доска. Вот, а это один из, наверное, самых распространенных, самых первых видов сайдинга, который был впущен в обиходы строительные какие-то участки. Вот, производится практически таким же методом, как и любой профлист, путем проката через профклетки, профинструмент. Единственное, что его отличает, естественно, это его ширина и узел перфорации, который выбивает отверстие для монтажа. Когда эта линия работает очень шумно, потому что узел перфорации, тот узел, который прям продалбливает, прорубает, прорубает эту перфорацию, да. Вот. Ну и по итогу, точно так же из подкатов 312 мы получаем вот такой готовый продукт. Сайдинг корабельная доска. Что касаемо упаковки, упаковывается, естественно, он в пузырчатую пленку, дальше уматывается очень туго стрейч-пленка и складируется на поддон. А затем поддон, получается, связывает металлическая лента. Ну, да? конечно, да. То есть это стяжная стальная лента. Прекрасно. Очень плотно держится, чтобы поддон не ходил. И получается, чтобы, от механических воздействий, чтобы не царапался сайдинг во время перевозки, да? Ну, конечно, конечно. То есть здесь помимо него он же возится не одним поддоном, ставится поддон еще сверху. Здесь у нас несколько видов упаковки его. То есть возможность паковать его в короба. То есть здесь приколачиваются специальные опоры, скажем так, для того, чтобы при складировании нескольких поддонов сверху, чтобы этот сайдинг нижний у нас не проминался. Но это все уже по усмотрению, конечно же, клиента. Вся наша продукция, естественно, за исключением гибочных изделий, вся наша прокатная продукция, она имеет свою специфическую индивидуальную маркировку. То есть каждый лист промаркирован отдельно и по-разному. У каждого листа есть своя индивидуальная маркировка. Так, то есть это нужно для чего? Для того, чтобы конечный потребитель мог знать, из какого металла ему сделали все-таки. Ну, во-первых, да, то есть это наш логотип, наш лейбл, да, то есть что потребитель уверен, что это продукция компании Металл Профиль. Так. В дальнейшем, чтобы потребитель был уверен, именно из какое сырье, из какого сырья сделана продукция, что он покупает. Ну и некая часть уже это кодовая, зашифрованная в штрих-коде. Эта часть уже техническая, это для нас. Значит, здесь непосредственно участок упаковки, это то место, где происходит упаковка продукции. Значит, по вот этим транспортерам продукция прямо с линии выезжает на склад. Здесь работают несколько бригад упаковщиков, оперативно упаковывают их в пузырчатую пленку, также стяжная лента, бруски, прокладки. И уже после этого снимают грузоподъемными сооружениями и кладут в места хранения. Да, то есть либо это склады, либо перевозят уже на дальние склады, склада продажи. А я правильно понимаю, что вот товар сюда попадает на этой ленте в склад прямо с линии, с производственной? То есть он с производственной линии едет и проезжает дальше, здесь его упаковывают и сразу же ложат, вот да? он вышел, конечно. То есть там у нас продукцию линия откатала, идет непрерывный транспортер, который выходит сюда через стену. Вот, и здесь уже его упаковывают и уже складируют. Очень круто. Ну вот и закончилась наша экскурсия по заводу Металл Профиль. Было очень интересно, во многом благодаря Александру Владимировичу, начальнику производства, который нам все доступно, так сказать, на пальцах рассказал и показал, что и к чему. Александр, спасибо большое. Да не за что, обращайтесь.